Друзья, добрый день, рада вас видеть. Сегодня хочу рассказать о предстоящем транзите Сатурна по знаку зодиака Водолей, который предстоит нам с вами пройти. Он начнется с 29 апреля и продлится чуть больше 2 месяцев, до середины июля. И, во-первых, почему этот транзит важен, почему важно за ним следить? Ну, как минимум, потому что Сатурн достаточно редко меняет свой знак, и на это время он перейдет на небольшой промежуточек в Водолей. В Козероге Сатурн находился последние 2 года, и мы все с вами прекрасно понимаем, что происходило в мире. Многие из нас, я думаю, познакомились с энергией ограничения, дисциплины, такой достаточно жесткости. Это действительно такой период, некая сдача экзаменов, можно это так сказать. И сейчас нам дается возможность привнести тот самый опыт, который мы вынесли за эти последние 2 года, и совершить какой-то новый скачок, пойти по новому развитию, заложить фундамент. Потом Сатурн снова с середины июля начнет возвращаться в Козерог, он начнет свое ретроградное движение. Это будет говорить о том, что нам важно будет доработать то, что мы начали, когда он находился в Козероге, и начать воплощать те идеи, тот вектор развития, который вот мы поняли за эти 2 месяца, пока он был в Водолее. И уже с января-февраля следующего года Сатурн полноценно перейдет в знак Водолея, где будут пребывать следующие 2,5 года. И в это время мы будем наблюдать очень много новых событий, как и в нашей жизни, так, в принципе, и в мире. И они все будут связаны непосредственно с энергией Водолея. Водолей — это также сатурнский знак, поэтому расслабляться нам не стоит, потому что Сатурн, здесь самое важное, да, понять, о чем Сатурн и о чем Водолей. Сатурн прежде всего нас учит дисциплине, он нас учит организованности, трудолюбию и важности следования своему пути. Если мы сбиваемся с нашего собственного пути, с нашей дхармы, предназначения, то, для чего мы сюда приходим, скажем так, для нашей миссии, тогда Сатурн достаточно терпеливо, но жестко начинает нас выводить на наш собственный путь, убирая все то лишнее, убирая все те иллюзии, которые у нас накопились до этого. Поэтому здесь очень важно изучать и понимать энергию Сатурна. Для этого есть книги, для этого есть сериал Шани Дев, есть книга Парвати Кумара, я ее могу оставить ниже в описании, чтобы каждый из вас, особенно те, у кого начинается садхати или еще продолжается, чтобы вы могли понимать, что это за энергия, чему он нас учит, и не воспринимали Сатурна как карателя или палача, который приносит за собой беды, страдания, доставляет нам только боль. На самом деле это не так, и эта планета, она является, во-первых, каракой, то есть показателем времени, показателем справедливости и кармы. Поэтому все, что с нами случается, это только для нашего блага. И когда Сатурн находится особенно в знаках своего управления, в Козероге, в Водолее, это то самое время, когда мы сдаем свои экзамены. И сдаем экзамены прежде всего на зрелость, на взрослость и на то, как мы идем по своему пути. Если мы ему следуем, мы лишаемся всех тех ненужных целей, амбиций, представлений, установок, которые были нам навязаны и не являются истинными, тогда Сатурн нам только помогает. Он является также планетой максимальных достижений. Поэтому многие, кто знают себя, кто смог за это время сделать правильные выводы, они могут сделать очень большой рывок как в своем развитии, так и в социуме, достичь тех целей, которые они не могли достичь ранее. Если же вы еще не прошли уроки Сатурна или вы находитесь в процессе, то он будет продолжать бережно вас учить, поучать, давать шансы, возможности для того, чтобы вы все-таки пришли к тем выводам, которые вам необходимы. Поэтому здесь все тоже в ваших руках, как и всегда. Вы сами являетесь той рукой, которая пишет вашу судьбу.
Звезды, как говорится, благоволят, но они всегда дают нам шанс, они дают нам выбор, они всегда дают возможность для нашего развития. И здесь уже, конечно, все зависит от нас, как именно мы используем эту энергию. Водолей — это прежде всего энергия свободы, некой революции, новшества, каких-то неформальных идей, неформальных подходов к тому, как все устроено. Поэтому будем наблюдать за этот короткий транзит какие-то новые внедрения касаемо технологий, открытий, науки, государства, правления, объединения стран, объединения правительств, каких-то союзов. Все то старое, что изжило и изживает себя в Козероге за эти 2 года, сейчас будут находиться способы для того, чтобы изменить тот лад, который был все это время. И уже окончательно, да, мы начнем к этому двигаться уже со следующего года. Тогда Сатурн полностью войдет в Водолей, и за это время, за 2,5 года, он сможет сделать всю ту работу, которая необходима. Для нашей же жизни мы можем использовать энергию Водолея для того, чтобы экспериментировать, для того, чтобы пробовать что-то новое, для того, чтобы находить единомышленников, объединяться с другими людьми, находить новые нестандартные решения, выходить как бы из рамок общего какого-то восприятия, навязанных ярлыков, стереотипов, каких-то убеждений. Сейчас как раз-таки очень многое вскрылось, и просто анализируя, просто наблюдая, вы можете сопоставить общую картинку и понять то, что многие вещи, к которым вы привыкли, они такими не являются, и это не есть один из вариантов развития, их множество. И сейчас вы можете выбрать вариант развития того, как вы хотите жить, где, с кем и так далее, что делать в вашей жизни, то есть деятельность благодаря этой энергии. То есть используйте ее именно вот для этих целей. И, конечно же, сейчас самое время начать мыслить более масштабно, особенно касательно деятельности, создавать, развивать, участвовать в проектах, которые направлены на то, чтобы объединять людей и которые направлены на то, чтобы приносить блага для других людей. Сатурн в своих знаках не будет давать, скажем, пустого роста, да, или роста на тех вещах, которые приносят вред, или только сконцентрированы на вас или на вашей выгоде. Здесь энергия про то, чтобы помогать другим людям. И используя это правильно, вы можете тем самым преуспеть как в своей деятельности, так и совершенно выйти на другой уровень развития. Поэтому, несмотря на то, что Козерог переходит в более такой легкий знак Водолея, свободолюбивый, он также будет продолжать нас учить определенным качествам. И это будет помогать вам, развивайте качество в себе, это будет помогать вам, скажем, получать максимальные результаты в это время и действительно делать прогресс, вместо того, чтобы, скажем, каждый раз получать по шапке от того самого Сатурна. Прежде всего, он учит нас дисциплине в своей жизни, в своем распорядке дня, в своей деятельности. Сатурн любит, когда все четко, когда все структурировано, когда вы четко наметили цель и идете к ней планомерно. Он не любит спешки, он не дает результаты быстро, поэтому он как раз нас и учит трудолюбию, терпению, знание, чего мы хотим, для того, чтобы мы могли рассчитать свою энергию и прийти к своей цели. Также учит нас ответственности и контролю. Поэтому, когда вы что-то обещаете, очень важно это выполнять. Это не только прокачивает ваш Сатурн, но также и Солнце. Никогда не давайте пустых обещаний. И если вы уже что-то сказали, прежде всего рассчитайте свои силы. Но если вы уже что-то сказали, что сделаете, обязательно это выполняйте. Потому что в другом случае за это будут последствия, и, в принципе, это считается неким таким энергетическим долгом. Поэтому давайте не будем создавать новую карму, будем закрывать все те долги, которые у нас уже наработаны, разбираться с ними и не создавать новых, просто жить и наслаждаться. И в этом видео я дам прогноз для каждого знака зодиака
Я буду рассказывать, в каком доме у вас будет проходить этот транзит, какие, скажем, положительные и негативные стороны можно ожидать. И если вы видите, что проявляются больше негативные стороны этого транзита, тогда внимание, вам нужно поработать над своим Сатурном и прокачать его. И прежде всего для каждого дома будут свои рекомендации, но не забываем про качество Сатурна, которые применимы для нас всех. Поэтому, следуя его энергиям, тому темпу, который он задает, развиваете качество в себе, вы можете гармонизировать его влияние и тем самым смягчать какие-то негативные проявления. И так как я ведический астролог, все расчеты, все прогнозы, они основываются именно по ведической астрологии. Поэтому, если вы не знаете вашего восходящего лунного знака, не знаете, где у вас будет проходить этот транзит, можете написать ваши данные рождения в комментариях здесь или в Инстаграме, и я с удовольствием помогу вам рассчитать вашу натальную карту. И не забывайте про энергообмен, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, поделитесь, если вы уже видите проявление этого транзита в вашей жизни, если что-то, что я здесь буду рассказывать, уже дало о себе знать, или есть такие планы, наметились такие цели, будет очень интересно почитать ваши истории. Итак, Овен, для вас транзит Сатурна в Водолее пройдет по 11 дому. Из положительных влияний это может дать укрепление дружеских отношений, это может привнести новые знакомства с влиятельными людьми. Это также может помочь вам в создании некого клуба единомышленников, сообщества, или вы можете примкнуть уже в какое-то существующее сообщество, найти ту самую необходимую вам поддержку, вдохновение, новые идеи и также финансовые возможности. Также в это время вы будете стремиться к тому, чтобы стать достаточно заметным в обществе. Захочется признания, некой популярности или публичности, поэтому это, кстати, очень хорошее время для этого, проявления себя в такой социальной арене, поэтому обязательно не упускайте этот шанс, действуйте. Из негативных влияний этого транзита он может дать или потерю друзей, или потерю каких-то связей, налаженных, недопонимание в коллективах и, в принципе, сложность в общении с другими людьми. Здесь также может проявляться некое соревнование за место под солнцем, и из-за этого тоже конфликты с единомышленниками, с друзьями, тем сообществом, которое вас поддерживает, потому что будет такая конкуренция достаточно жесткая. Как проработать, как гармонизировать Сатурн? Первое — это делайте такую хорошую генеральную уборку в списке ваших друзей и знакомств. Сейчас то время, когда вам нужно понять для себя, кто является действительно вашим другом, единомышленников, кто с вами на одной стороне. И старайтесь минимизировать общение с теми людьми, которые вас не поддерживают, не разделяют ваши взгляды, и делайте это правильно, осознанно, экологично. То есть никогда не идите в открытые конфликты, не высказывайте свое недовольство, свое мнение, просто отстраняйтесь и идите своим путем. Также вы можете провести эту чистку в социальных сетях. В принципе, уменьшайте то количество фонового шума, различных уведомлений от каких-то людей, которые, опять же, вам никак не служат, вас не вдохновляют, не помогают. Очень важно в это время учиться правильно выстраивать коммуникацию, общение с другими людьми. И общайтесь с теми, кто вам интересен, с кем у вас есть общие интересы, потому что в это время вы можете сделать большой прорыв в своей жизни, в своей деятельности именно благодаря связям. Ну а если вы находитесь не с теми людьми, тогда вы можете и пойти не по тому пути. Телец, для вас транзит Сатурна в Водолее пройдет по 10 дому, и это отличное время для карьерных достижений. В это время вы можете перейти на новый уровень вашей социальной реализации. Это может быть и повышение по службе, руководящая должность, повышение зарплаты, новые какие-то обязанности. Также это может дать финансовые выгоды и улучшение вашей репутации, статуса, места в компании, среди коллег, вашей нише. Вы можете получить признание, достижения, наконец-то вас могут оценить по заслугам. И это также может обещать определенные награды в вашей сфере. Поэтому это отличное время для того, чтобы закрепить свои позиции именно в вашей деятельности и начать переходить на новый уровень, начать расти и развиваться в вашей деятельности.
Из негативных влияний это может дать сложности на работе, это также может дать некое ограничение, как потеря работы или деятельности, то есть какая-то трансформация. Возможно, те усилия, которые вы прилагаете в вашей работе, они в это время будут давать совсем не те результаты, на которые вы рассчитывали. То есть для достижения определенных результатов потребуется намного больше терпения, усилий. И здесь тоже важно проанализировать, если вы занимаетесь действительно тем, что вам нравится, что вам подходит, если вы чувствуете в этом свое предназначение, да, если это ваш путь. И также это может давать определенные сложности во взаимоотношениях на работе с начальством, высокопоставленными людьми. Поэтому здесь тоже очень важно вам учиться правильно выстраивать коммуникацию, учиться правильно позиционировать себя в обществе, на работе, в коллективе. Также ставить очень четкие цели в своей деятельности для проектов, для ваших активностей и достигать их. То есть вы ставите цель, и вы начинаете расписывать ее и следовать изо дня в день. Сатурн именно об этом. И поэтому я и сказала, что убедитесь, что вы занимаетесь именно своим делом, которое приносит вам удовольствие, в чем вы чувствуете свою реализацию, и направляете туда силы. Если вы четко в ней уверены, вы знаете, что да, это мое дело, я хочу это делать, просто в это время может быть немножко больше работы, придется приложить чуть больше усилий, чем раньше, но волноваться не о чем, потому что Сатурн, он будет только поощрять, если вы знаете то, чем вам следует заниматься, и вы действительно следуете своему пути. Также сейчас важна самая максимальная вовлеченность, в принципе, о чем я и говорила, в вашу сферу карьеры для получения результатов. То есть сейчас не время уходить в отпуск или отпускать все на самотек. Нужно ваше присутствие, ваша вовлеченность, ваш контроль во все те проекты, во всю ту деятельность, которой вы занимаетесь. Именно благодаря этому вы сможете удержаться на плаву и, возможно, даже подняться на новый уровень. Близнецы, для вас этот транзит будет идти по 9 дому, поэтому самое время укрепиться в вашей системе ценностей, в вашей вере, философии к жизни, подходу к жизни и, в принципе, развить свое мировоззрение и нащупать то самое предназначение или укрепиться в нем. Поэтому используйте этот транзит для того, чтобы выстроить свою систему ценностей, некий такой фундамент, базу, сверх которой вы сможете дальше развиваться и расти. Также активно обучайтесь, развивайтесь, путешествуйте, ищите себе духовных наставников, учителей и, в принципе, идите в сторону духовности и самореализации. Это вам очень поможет, особенно когда Сатурн после перейдет в ваш дом карьеры. Из негативного проявления Сатурна в 9 доме это может дать полную потерянность в жизненных ориентирах, ценностях, мировоззрения. В это время вы можете потеряться и просто следовать или, скажем, идти по накатанному пути, или следовать мировоззрению, ценностям других людей, если у вас нет своих собственных. Также в это время может быть полное непринятие всего духовного, религиозного, философского, очень такой достаточно материальный взгляд на вещи, и как результат от этого может быть внутреннее опустошение. Это может в то же самое время давать сложности во взаимоотношениях, особенно с иностранцами, с учителями, людьми, которые работают в этих сферах, и также странами, то есть в путешествиях. Как можно гармонизировать этот транзит? Первое — это развивать и вырабатывать свои собственные ценности, мировоззрение и знать, чего вы хотите, что для вас важно. Для этого нам всем нужен некий наставник, проводник, учитель, который бы дал нам те необходимые знания, скажем, подсветил путь, чтобы мы могли начать по нему двигаться. Поэтому благоприятно искать себе наставника, учителя, развиваться, обучаться, слушать лекции, проходить различные мастер-классы, уроки для того, чтобы понять себя, для того, чтобы понять, что для вас важно, выработать ту самую философию своего подхода к жизни, своего мировоззрения, своих ценностей. И это благоприятно делать именно через религию, философию, духовность.
Также благоприятно очень путешествовать в это время, особенно если эти путешествия связаны, например, с изучением других культур, других стран, народов, а также с целью саморазвития. То есть это могут быть различные йога-туры, ретриты, паломничество и так далее. Эти путешествия будут очень удачливы в это время. Раки. Для вас транзит Сатурна в Водолее пройдет по 8-му дому. И это снова время трансформации и работы над собой. И здесь очень благоприятно заниматься вещами, которые связаны с мистикой, с эзотерикой, с подсознанием, сознанием, прорабатывать все свои негативные убеждения, какие-то ограничивающие факторы, какие-то, скажем, не самые приятные стороны характера, даже страхи и фобии. В принципе, лишаться всего того, что вам мешает развиваться и идти дальше по жизни. И здесь очень важно то, что так как 8-й дом — это дом Дустханы, достаточно сложный дом, здесь важный момент — это то, что когда вы идете сами в свое развитие и вы живете по законам Сатурна, что бы ни происходило в вашей жизни, в какие бы ситуации вы ни попадали в это время, вы останетесь нетронутым. Сатурн будет вашим покровителем и будет помогать вам в вашем развитии. Но здесь важно все-таки идти в это самостоятельно. Также в это время вы можете получить некую финансовую выгоду от других людей. Это может быть партнер, это может быть семья, это может быть супруг, супруга или же государство. А из негативных влияний это может давать кризисные, неожиданные ситуации, это могут быть вопросы, связанные со здоровьем, с общим самочувствием. В принципе, может быть достаточно сильное чувство апатии, непонимания своего пути и ощущение, что в жизни наступила одна сплошная черная полоса. И здесь могут проявляться различные финансовые обязательства или долги. Как гармонизировать данный транзит? Прежде всего, это заниматься своим развитием. Уходить в себя, заниматься своим ростом, убирать все те установки, все те страхи, неуверенности, которые у вас есть. Сейчас время как раз-таки внутренней работы над собой. Астрология, эзотерика, различные практики, которые связаны с подсознанием, с энергиями вам в помощь. И старайтесь в это время не рисковать, рассчитывайте все наперед и будьте осторожны с финансами, то есть не берите на себя какие-то финансовые обязательства в виде кредитов, в виде долгов, потому что это не самое лучшее время для этого, если только в карте нет других факторов, которые указывают на то, что вам можно это делать. Лев, для вас транзит Сатурна в Водолее пройдет по 7-му дому. И это время для развития и укрепления ваших отношений, семейных и бизнес-партнерств. И это также может дать официальный брак или официальный союз, да, партнерство для бизнеса. Поэтому очень хорошо в это время, в принципе, развивать, укреплять свой социальный статус, свое место в социуме. 7-й дом — это также об этом. И строить нужные связи с влиятельными людьми. Из негативных влияний это может как раз дать проблемы и сложности во взаимоотношениях с супругой, супругом и в бизнес-партнерстве. Это может давать чувство одиночества, непонимания, конфликтность, непринятие со стороны других людей. И также могут проявляться ситуации, где будет страдать ваш социальный статус, то есть ситуации, в которых вы выглядите не в лучшем свете. И некое такое тоже чувство одиночества, эффект одиночества в толпе. Как проработать, как гармонизировать этот транзит? Первое — это анализировать ваши отношения, ваше окружение и навести в них порядок во всех своих связях, любовных, так и в социальных. Понять, что для вас важно, с чем вы готовы мириться, как вы готовы работать над этими отношениями и важны ли они для вас. И здесь важно очень тщательно выбирать свое окружение для того, чтобы вы вместе могли двигаться с этими людьми. Потому что если вы выбираете, опять же, не то окружение, или если вы закрываете глаза на некоторые вещи в ваших отношениях, они будут только усиливаться, требуя от вас вашего внимания или идти в проработку, или отпускать эти связи.
И вообще, в принципе, это хорошее время для того, чтобы расставлять все точки над «и», обговаривать, обсуждать все обиды, недосказанности. То есть сейчас нужно провести такую ревизию и понять все то, что накопилось за это время в ваших связях, в ваших отношениях, и начать над ними работу. И учитесь в это время строить правильные отношения именно по качествам Сатурна. То есть, если вы выбираете партнера в себе, в отношениях, в бизнесе, они должны, или и вы, и они должны следовать принципам Сатурна, иначе эти отношения не будут долговечными, они не пройдут проверку временем. Дева, для вас транзит Сатурна пройдет по 6-му дому, и это самое время, когда следует уделять внимание вашему здоровью и, в принципе, здоровому образу жизни. Если есть какие-то недомогания, какие-то болезни, плохое самочувствие, сейчас самое время заняться их лечением, делать профилактику, вводите порядок в свою жизнь, в распорядок дня, сна, питания, пересмотрите вашу диету, ваше питание, также уделяйте время физическим нагрузкам. Сейчас прям фокус нужно делать на ваше здоровье и самочувствие. И также очень благоприятно делать в это время профилактику для того, чтобы укрепить свое здоровье, свой иммунитет. И очень важно также следовать обязанностям, которые у вас есть как на работе, так и дома. Из негативных влияний это может дать проявление каких-то хронических заболеваний, в принципе, болезни, ухудшение общего состояния здоровья или иммунитета. И может быть в это время больше обязанностей, чем прежде, которые будут забирать все ваши силы и вводить в стресс. Также возможны сложности на работе или с коллегами. Способы гармонизации этого положения — это первое — учиться ответственно подходить к своим обязанностям, рассчитывать свои силы, знать, когда вы хотите согласиться, когда отказаться. И если вы соглашаетесь на что-то, обещаете, обязательно это выполнять. И четко здесь для этого нужно рассчитывать свои силы. Также выводите на первый план ваше самочувствие, делайте распорядок дня, того времени, когда вы работаете, того времени, когда вы отдыхаете, когда вы занимаетесь собой, своим развитием. И занимайтесь здоровьем и профилактикой. Весы. Для вас транзит Сатурна пройдет по 5-му дому, и это хорошее время, когда можно превратить свое хобби, увлечение, ту деятельность, которая приносит вам радость, удовольствие, в свою профессию или бизнес. В это время, в принципе, вы можете получать удовольствие от жизни, от того, чем вы занимаетесь, от своего образа жизни. И кто-то из весов будет задумываться всерьез о детях, о создании семьи. Если у вас уже есть дети, тогда вопросы воспитания, вопросы взаимоотношений с ними. Из негативных влияний это может дать сложности как раз-таки с получением удовольствия, нехватка каких-то развлечений, в принципе, радости от жизни, нет радости от своей деятельности или хобби. Может дать некую распущенность или чрезмерное влечение к романтическим отношениям или развлечениям. Вот здесь Сатурн может, конечно, по шапке дать, потому что он все-таки про ограничения. Поэтому здесь нужно знать, когда вовремя отдыхать, наслаждаться и когда возвращаться обратно в работу. И также могут быть сложности в взаимоотношениях с детьми или с зачатием. Способы гармонизации — это первое — начать вспоминать и анализировать о том, чем вам нравится заниматься, кем вы хотели стать в детстве, что приносит вам радость, удовольствие, и начать развивать себя в этом для того, чтобы со временем сделать это своей профессией, дополнительной профессией или основной, но, наконец, уже прийти к тому, чем вам нравится заниматься, или же проявлять себя как-то в творчестве, в принципе, проявляться через какую-то творческую энергию. И здесь главный такой чек — это делать то, что вам нравится. Это очень важно. И если вы задумываетесь о пополнении, задумываетесь о детях, здесь важно это все распланировать, подготовиться, подойти к этому очень основательно и серьезно. Скорпион. Для вас транзит Сатурна пройдет по 4-му дому, и этот транзит может принести вам обретение новой недвижимости,
возможны инвестиции как раз в недвижимость, в строительство или в ремонт. Сейчас самое время для вас видеть гнездышко, создавать свое пространство, создавать в нем уют и атмосферу. Также заниматься семейными вопросами, помогать своей семье и быть полностью вовлеченным в эту сферу жизни. Именно через семью сейчас, через ваших родственников и приходит к вам рост, и в это время вы получаете поддержку, уверенность от своей семьи, она вам дает опору для того, чтобы двигаться, развиваться дальше. Сложности, которые этот транзит может принести, это как раз такие конфликты, сложности во взаимоотношениях в семье, с близкими, с родителями, различные недопонимания и конфликты. Также это может дать некий переезд в более скромное место жительства или ухудшение жилищных условий. Способы гармонизации — это первое — начать заниматься домашними делами, быть полностью вовлеченным в вопросы, которые связаны с вашим домом, с вашей семьей, создавать в доме уют, атмосферу, держать свое пространство в чистоте, избавляться от всех ненужных, старых и изживших себя вещей. Также обустраивать свой дом, делать перестановку, ремонт, обновлять, то есть создавать вот это самое гнездо. И в это время, если вы еще живете с родителями, достаточно благоприятно переезжать и начинать жить отдельно. Сатурн любит зрелых и самостоятельных. Стрелец, для вас этот транзит пройдет по 3-му дому, и это отличное время для того, чтобы обучаться, получать новую информацию, налаживать новые связи, контакты, и самое время отсеивать всю ненужную информацию, весь информационный шум, который вам не нужен, который вам никак не служит. И из негативных проявлений это как раз-таки информационный хаос, когда вы перенагружены всей информацией, вы уже не понимаете, где правда, где нет, что вам нужно, что вам не нужно, сложно концентрироваться на чем-либо, тем более в обучении. Это также может давать склонности к разрушительным сплетням, разговорам, общению, слухам и ухудшение отношений с соседями или с родственниками. Способы гармонизации — это первое — делать информационный детокс. Вам нужно понять, какая информация для вас важна, нужна в данный момент, какая вам совсем не нужна, и полностью, скажем, оградить себя от нее, убрать ее из своей жизни. Поэтому в это время не читайте, не следите за новостями, не читайте газеты, не следите за СМИ, за всей той особенно негативной информации, потому что вы на нее будете достаточно остро реагировать. И очень важно в это время учиться правильно выстраивать отношения с другими людьми, особенно с вашими родственниками и соседями. Козерог, для вас транзит Сатурна пройдет по 2-му дому, и это время для того, чтобы закрепить свою финансовую базу. Это время, когда деньги могут приходить от недвижимости, строительства, когда вы можете, скажем, поднять свой капитал, когда вы можете его закрепить, сделать какие-то определенные удачные финансовые операции. Из негативных влияний это может дать финансовые сложности, нехватку денег или чрезмерную экономию для того, чтобы удержаться на плаву. Также это может давать расточительность. Поэтому способы гармонизации — это обучаться финансовой грамотности. Сейчас очень важно провести организацию, ревизию своих финансов, рассчитать свои доходы, расходы, понять, что для вас важно, что в приоритете. Если вы хотите больше зарабатывать, ставить себе реальные цели, к которым вы будете планомерно идти. Сатурн здесь может давать хорошие результаты, но вам важно четко следовать его правилам и знать, чем вы будете заниматься и какую пользу это будет приносить другим людям. В это время хорошо изучать вопросы, которые связаны с инвестициями, с вложением денег, приумножением капитала, также для того, чтобы откладывать часть денег, иметь некий буфер, какую-то подушку безопасности. В принципе, Сатурн вас и будет учить все рассчитывать, все организовывать и планировать именно сферу финансов. Касательно работы, касательно финансовых достижений, Сатурн здесь будет давать такие планомерные достижения. От вас требуется знать четко, чего вы хотите, и идти
к этим целям. Здесь может потребоваться немножко больше времени, чем обычно, но главное не останавливаться. Водолей. Для вас этот транзит пройдет по первому дому, и это может стать временем ваших максимальных достижений. В это время вы можете закрепить свой социальный статус, вы можете выйти на новый уровень вашего развития, в том числе в карьере. Также для вас очень важно будет развивать в себе больше ответственности, дисциплинированности и уделять вниманию своему стилю, имиджу, позиционированию в обществе. Предпочтительно, чтобы ваш стиль был минималистичным и классическим, ведь Сатурн именно об этом. Из негативных проявлений этот транзит может принести чувство тяжести, неуверенности, апатии, недовольства, нехватка сил, а также сложности в том, чтобы закрепить свои позиции в социуме, на работе и понять вообще, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. Способы гармонизации данного транзита — это первое — заниматься планированием, организовывать свои цели, желания, расставлять приоритеты. Очень важно избавляться в это время от всего ненужного в вашей жизни, особенно что касается ваших взглядов, установок, отношений, окружения и деятельности. Вносите в это время в свою жизнь порядок, организованность, дисциплину, расписание и ставьте конкретные цели. Тогда вас ожидает успех. Рыбы, для вас транзит пройдет по 12-му дому, и это такое время для внутренней трансформации. Похоже в чем-то на транзит для раков, потому что здесь вам важно будет избавляться от всех ненужных установок, негативных, бессознательных программ, убеждений, тех вещей, которые вас ограничивают в вашем росте. Особенно благоприятно заниматься различными духовными практиками, которые направлены на подсознание. Это можно делать через йогу, через медитации, через регрессивную терапию. Она работает с подсознанием напрямую, для того, чтобы искать в себе внутреннюю опору и стержень. Из негативных влияний это может дать депрессию, уныние, различные зависимости, какие-то разрушительные страхи и фобии. Это также может давать непонимание своего пути, нехватку сил, ориентиров, куда двигаться дальше. И в это время могут активироваться какие-то недоброжелатели, тайные враги или ситуации, которые связаны с потерями. Способы гармонизации данного транзита — это прежде всего заниматься своим внутренним миром, развиваться, работать с подсознанием, избавляться от всех ложных разрушительных установок и зависимостей. Также благоприятно заниматься практиками, как йога, медитация и те, которые направлены на работу с подсознанием. И в этот период старайтесь никому не верить просто так на слово. Важно очень все проверять, все контролировать и, скажем, быть достаточно бдительным. Поделитесь в комментариях, в каком доме у вас проходит данный транзит и как вы ощущаете его эффекты, его проявления. И, кстати, вы можете поделиться, какую тему, какое видео вы бы хотели видеть следующим, и я обязательно его для вас запишу. До скорой встречи!